Приветик, друзья! Ну что ж, я знаю, что этот ролик, этот челлендж ждали очень многие из вас, и я на самом деле очень долго продумывала, какое бы упражнение взять, какие найти упражнения, чтобы интересно вам было выполнять этот челлендж, и чтобы на самом деле вы почувствовали какой-то вызов для вашего тела, чтобы ягодицы горели, как я это умею делать, и если вы еще не делали другие тренировки, обязательно их попробуйте. Ну а сегодня нас ждет всего лишь одно упражнение, но как обычно все будет очень необычно. Для сегодняшнего челленджа вам потребуется скамья. Это может быть не только скамья какая-то, это может быть уголок вашей кровати, это может быть какой-то пуфик, это может быть стул. Все что угодно, в общем, поверхность, плотная поверхность, которая ни в коем случае не ускользнет от вас, где-то на уровне вашего колена. Также вам потребуется какой-то дополнительный вес, это могут быть гантели, одна гантель, две гантели, это может быть какой-то блинчик, в общем, какой-то дополнительный вес, с которым вы будете работать. И в качестве бонуса, десерта небольшого, вам потребуется фитбол. Будет очень хорошо, если у вас он есть, но если нет, ничего страшного, мы что-то с вами придумаем. Ну что, поехали, я уже не могу дождаться, чтобы и для себя сделать этот челлендж. Ну что ж, что будут ждать ваши ягодицы на сегодня? Мне кажется, такое упражнение, как подъем таза, знает каждая девочка. Я помню, что когда я еще вообще ничего не знала, не понимала в фитнесе, мне, наверное, было лет 15, единственное упражнение, которое я знала и которое я делала, это был подъем таза. Я лежала на кровати, мне было скучно, было 12 часов ночи, и я вдруг решила похудеть. Я брала и на кровати, прям как спала в ночнушке, так и поднимала этот таз. Вот почему-то я думала в тот момент, что это будет очень эффективно для меня, хотя на самом деле так и есть. И сегодня я вам покажу, как сделать это упражнение действительно эффективным и как сделать вызов для себя и для ягодиц. Сначала мы поставим гантельки рядом с собой, чтобы у нас не было даже секунды отдохнуть для того, чтобы их взять, и мы с вами ложимся выполнять это упражнение. Техника выполнения упражнений на самом деле очень простая. Это главное ваше понимание того, над чем вы сейчас работаем. Мы работаем с вами над ягодицами, а чтобы заработали ягодицы, всегда нужно отталкиваться от пяток. Не от носков, не чем-то другим, а именно пятками мы толкаем наш корпус. Наша поясница прижата плотно к коврику, смотрим мы все время наверх, никуда не смотрим, что вы там делаете. Руки у нас идут в стороны для упора, и ножки подвигаются как можно ближе к вашим рукам, для того, чтобы когда вы подняли ваш таз, угол в коленях был примерно 90 градусов. Не нужно слишком далеко отставлять ваши ноги, потому что вот видите, это уже далеко не 90 градусов, это уже какие-то совершенно другие углы. Вот, как можно ближе к себе поставили, и когда мы будем поднимать наш таз, вот, вы можете даже приподнимать ваши носочки и отталкиваться пяткой. И когда мы опускаем нашу попу, мы не плюхаемся, не нужно расслаблять свои булки, а вот совсем немножечко можете коснуться, можете не касаться пола и сразу же выталкиваем наверх. Ну что, это все, чем мы займемся с вами сегодня, но опять же будет очень много уровней и сложностей этого упражнения. Сначала делаем классику. Итак, поехали. 25 повторений. Выдох. Подняли, опустили. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, сжимаем наверху, 9, 10, 11, 12, успеваем, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, и еще 5, раз, 2, 3, 4, 5. Сделали упор на одну ногу, подставили ее себе немножко ближе. Вторая нога у нас прямая, уходит наверх, и мы опускаем таз. Подняли, раз, 2, 3, сделаем 15, 4, 5, не касаемся к полу, 6, 7, толкаемся пяткой, 8, 9, еще, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Опустили, поменяли ногу, вторая поднялась и опускаемся направо. Раз, 2, тоже 15, 3, 4, как можно выше, 5,
6, еще. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Отлично. Опустили ногу. Берем наш вес, наши гантели. У нас стоят ноги на одном месте, как в начале, да? Кладем этот дополнительный вес себе на тазовые кости. Приподняли таз и поехали. 1, 2, как можно выше, задержались наверху. 3, пятки. 4, 5, сделаем 20. 6, 7, 8, 9, 10, задержимся наверху. И еще 13, 14, 15, 16, 17, 18, еще немножко. 19, сжимаем. И 20. Фух, отлично. И теперь нам потребуется наш волшебный стульчик. Подвигаемся к нему, он у вас всегда перед лицом. Кладем ножки на этот стул, и теперь мы будем работать с вами с помощью стула. Наша амплитуда увеличивается, так как у нас есть возвышенность, на которую мы ставим наши ноги. Естественно, опускание и подъем ваших ягодиц будет уже гораздо выше, да, амплитуда. Главное, когда вы подвигаетесь к этой поверхности, лечь и в этом положении, когда у вас таз лежит, чтобы угол в коленях был опять же 90 градусов. Поднимаем ваш таз как можно выше, вот в такую точку. Сжимаем ягодицы, опускаем, не плюхаемся и сразу наверх. Выдох. И 3. И поехали. 4, 20 раз. 5, 6, 7, выше. 8, 9, сжимаем ягодицы. 10, еще 11, 12, 13, 14, еще, 15, 16, 17, 18, 19, и еще один, 20. Отлично, перемещаем одну ножку, вторая у нас поднимается. И теперь мы опускаемся, поднялись наверх, вторая нога идет за упор, за вашу опорную ногу, и опять наверх, опустились, 1, подняли, выдох, за ногу, опустились, 2, нам нужно сделать 15, давайте, и 3, выдох, еще 4, 5, пошла наверх, опустились и подняли, 6, завернули, 7, 8, не касаемся к полу, 9, за ногу, 10 и 11, еще немножко, 12, упор на пятку, 13, еще чуть-чуть, давайте, 14, последний, подняли, 15, опустили, поменяли ножку, и теперь вторая поднялась нога, опустили, тоже 15, 1, я от напряжения плюнула, и получилось, что я плюнула себе на лицо, ну ладно, 2, подняли, 3, и 4, подняли, напрягли ягодицу, 5, подняли, 6, подняли, и 7, выдох, и 8, не до конца, и 9, толкнули, 10, еще 5, опустили, подняли, 1, и 2, 3, еще чуть-чуть, 4, еще чуть-чуть, 5, опустили ягодицы, немножко растрясли ногами,
Мы просто молодцы, мы просто умнички. Проверяем свое положение, вы могли немножко отъехать, следите за вашими коленями. И последний раз, что мы с вами делаем, мы еще остаемся на возвышенности, ножки наверху. И теперь, смотрите, когда вы поднимаете свой таз, вы щелкаете коленками. Хоп, щелкнули, опустили. Поехали вместе. Щелкнули, 2, щелкнули, 3, 20 раз, 4, поехали, 5, 6, упор на пятки, 7, 8, 9, ой, все трясет, 10, 11, 12, 13, 14, 15, еще 5. Раз, 2, 3, 4 и 5. Вот это да! Ну что, ваши ягодицы, наверное, уже проснулись, уже немножко почувствовали, что что-то с ними делают. И мы еще с вами не прощаемся с этой возвышенностью, с вашим стульчиком или с кроватью. Теперь мы наоборот. Мы замостим верх нашего корпуса на эту возвышенность, а ножки у нас стоят на низу. Руки у вас могут оставаться наверху, или же вы можете их замостить у себя на бедрах. Самое главное, это чтобы на этой возвышенности лежала верх вашей спины и ваша голова, чтобы не было такого, что голова у вас свисает, да? Я надеюсь, вы это поняли. Посмотрите на свое отражение в зеркало. И то же самое правило. Когда вы стоите, у вас угол в коленях 90 градусов, упор на ваши пятки. Можете поднимать носки, можете опускать. Главное, мысленно направляйте все ваше внимание на пятки. Теперь кладем, допустим, ваши руки на таз, опускаем таз как можно ниже. При этом, видите, вверх у меня не двигается. Я не отрываю голову. Вот, она у меня лежит все время. Опустили как можно ниже, с мощным выдохом подняли себя вверх и в этой точке задержались на пару секунд и потом опять опускаемся и сжимаем там ягодицы, да, сжали и поехали. 2, вместе, 3, 4, давайте, 5 и 6, 7, 8, сделаем 25. 9, 10, 11, 12, 13, выше, 14, низ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, еще 5. Раз, 2, и 3, 4 и 5. Отлично. Теперь, смотрите, мы медленно с вами опускаемся, берем ваш дополнительный вес, все, что у вас есть. Сразу же возвращаемся без передышки какой-либо. Возвращаемся на исходное положение, кладем этот дополнительный вес себе на тазовые кости. То же самое, в принципе, да? И теперь с этим дополнительным весом выполняем то же самое. Опускаемся, поднялись, задержали немного, да? Сжали ягодицы. И 2, сделаем 20 раз, 3 и 4, я знаю, что вы устали уже, 5, 6, как вы думаете, как я устала, 7 и 8, 9 подняли, 10, еще столько же, 1, 2, 3, выдох, 4, 5, 6, еще чуть-чуть. 7, 8, 9 и 10. Отлично. Стоим в таком же положении. Убираем ваш дополнительный вес. Просто скиньте его на пол. Теперь берем, хватаемся за эту поверхность, чтобы сделать упор себе. Одну ногу ставим в центр. Вторую закидываем на ваше колено. И опустились. Раз. Опустились. Выдох. 2. Упор на пятку. И 3, 4, сделаем 15, 5, 6, амплитуда меньше, но один упор, 7,
8 и 9, задержались, 10, еще, 11 и 12, еще немножко, 13, 14 и последний, 15. Фух. Отлично, меняем ножки. Теперь у нас правая стоит, левая наверху. Опускаемся, раз, поднялись, 2, еще чуть-чуть, 3 и 4, еще немного, 5, 6, выдох, вдох, 7, 8, сжали ягодицы, и 9, сжали как можно сильнее, 10, и 5, 4, 3, 2 и 1. Ох, отлично. Медленно опускаемся, поднимаем голову. Фух, молодцы. Я надеюсь, вы еще живы. Ну что, это было у нас 9-е упражнение, если вы не поняли, кстати говоря. И последнее упражнение, как я говорила вам, добивочное, у нас будет с помощью фитбола. Если у вас вдруг нет фитбола, вы возвращаетесь на верхнюю платформу, наверх ставите ваши ножки и выполняете все то же самое, но с поднятием просто вашего корпуса. Если у вас есть фитбол, тогда вы действительно почувствуете весь ужас сегодняшней тренировки. Итак, мы с вами ложимся на пол, да, вспоминаем ваше положение и кладем ваши ножки на фитбол. Так как фитбол у нас поверхность очень неустойчивая, именно из-за этого это упражнение будет казаться вам просто адовым, я вам обещаю. Ничего лучше этого упражнения просто нет, тем более, что позади вот еще не менее адовые упражнения. Итак, наши руки становятся в разные стороны, смотрим мы все время вверх и работаем. У нас 2 подхода будет: на одну ножку, затем на другую. Всего лишь вам необходимо сделать 10 повторений, всего лишь на каждую ногу, да? Если у вас поверхность вот такая стабильная, то вы просто поднимаете ваш таз. Итак, мы выпрямляем 2 ваши ноги, одну поднимаем, сейчас работаем левой ножкой. Поехали. Подняли ваш таз и подкручиваем ногу к себе. Фух, да? И 2, 3, и продолжаем, 4, о боже, 5, ой, мамочки, 6, прям хорошо подкручиваем, и 7, о, мамочки, 8, подняли, 9, последний, 10. Как я это сделала сейчас, я не знаю, но я надеюсь, что вы это тоже сделали, потому что это упражнение просто бомбовское. Его лучше делать именно после вот этих убивочных. Сразу же, без отдыха какого-то значительного, мы переносим вес тела на правую ножку, встали в упор и подняли таз. Поднимаем, 1, 2, вторая нога просто свободная, 3, подняли как можно выше, 4, 5, выше, 6, 7, 8, 2, 9, последний, 10. Есть, мы это сделали. Я думала, что давненько не было, вот честно, давненько не было настолько сложной тренировки, когда действительно и мне было тяжело. Так что я надеюсь, что вы живы, что вы сейчас отдышались и что вы выполнили, самое главное, эту тренировку со мной от начала до конца, не останавливали это видео на паузу, чтобы отдохнуть, чтобы попить водички и немножко проматерить меня. Таня, что ты делаешь? Но я
Опять же, уверяю вас, что если вы делаете эти тренировки вместе со мной, то рано или поздно вы добьетесь своего результата. Обязательно добавляйте эту тренировку в избранные. Я уверена, что после завтрашней крепатуры вы поймете, что эта тренировка была очень эффективной. Обязательно ставьте лайки за мои старания, потому что я все-таки тоже здесь пашу, тоже снимаю для вас ролики, хотя не очень-то удобно сейчас это делать на самом деле. Так что большое вам спасибо, что тренируетесь вместе со мной, а мы с вами встретимся в следующих роликах. Всем удачи, пока-пока!